Есть вещи, которые, если бы вам их сказали без доказательств, заставили бы усомниться в том, что Тэхён и Чингук действительно их произносили. Дело не в том, что они не способны выражать привязанность или близость, а в том, что часто то, что они говорят, звучит как вырванное прямо из сценария фильма, пока вы не увидите доказательства и не поймете, что они действительно это сказали. Фразы вроде «ты невообразима», «Хён обо всем позаботится», «он такой красивый, что я готова умереть», или даже «я люблю тебя», написанные с такой искренней честностью, это не слова, вырвавшиеся случайно. Это слова, которые означают глубокую связь, такую, которая может только расти со временем и преданностью. Когда они говорят, что они «ты-кук» навсегда, они говорят это с той же искренностью, что и всегда, предполагая, что их имена вместе останутся такими очень долго. Когда они говорят «ты-кук» навсегда, они говорят это с естественностью и искренностью, которые были их визитной карточкой с самого начала. Это была не заранее продуманная или пустая фраза, а скорее честный способ подтвердить, что их связь, даже та, что отражена в их объединенных именах, это то, что они хотели сохранить надолго. Это был простой, но ясный способ показать, что, несмотря на то, что могли бы сказать другие, они продолжают выбирать друг друга, и подтвердить, что Тэхён и Чингук вместе как «ты-кук» — это то, что продлится вечно. В тот день, когда Чингук написал свои и Тэхёна имена внутри сердечка на песке на пляже, Тэхён невероятно смутился, когда Чимин прочитал вслух «Любовь Ви и Чингука навсегда». Тем временем, на заднем плане, Чингук продолжал свое признание в любви, и Тэхён буквально умер, когда его лицо покраснело от этой фразы. Они также нуждались друг в друге, как вода и огонь, чтобы дополнять друг друга. Хобби упоминал об этом раньше, вероятно, потому что они уже говорили ему. Джин в то время не знал, и Тэхён с гордостью сказал, что ему нужен огонь, глядя на Чингука. Чингук сказал, что ему нужна вода, поэтому он и надел синюю куртку. Тэхён добавил, что ему нужен огонь, поэтому рядом с ним был Чингук, указывая на него. Эти заявления были основаны на том, что они оба обращались к гадалке и приняли ее слова близко к сердцу, доказывая, что они будут нужны друг другу на каждом этапе жизни. Еще один момент, который напоминал сцену из фильма, это когда Тэхён застенчиво признался, что они с Чингуком играли в одну и ту же игру перед фотосессией. Когда Намджун сказал, что им нужно сформировать команды, он назвал их командой Ви и командой Чингука. Но опять же, они выглядели такими смущенными, что когда ведущий спросил, как долго они играли вместе, они посмотрели друг на друга с многозначительными выражениями лиц, которые было трудно игнорировать. Чингук ответил, что они не спали всю ночь, не совсем раскрывая правду, но достаточно, чтобы признать, что они провели ночь вместе, играя в игры. Позже Тэхён добавил, что они обычно играли всю ночь и ложились спать только с восходом солнца. Это случалось только тогда, когда у них не было концерта в этот день, и что они обычно заканчивали около 2 или 3 часов ночи. Интересно, как они стараются прояснить ситуацию, чтобы особые моменты между ними не были неправильно истолкованы. Например, когда Тэхён объяснил, что фотография, которую он опубликовал год назад, поблагодарив участников и Чингука за добрые пожелания, не была сделана для какой-либо официальной записи. Он удивил поклонников, открыто заявив, что фотография была сделана во время частной поездки с Чингуком, и что они были одеты в одинаковую одежду просто ради забавы. Когда этот перевод стал вирусным, многие не могли поверить, что Тэхён действительно нашел время объяснить это, хотя прошел уже год. Видимо, он сделал это потому, что некоторые фанаты в комментариях утверждали, что одинаковые наряды Тэкука на фотографии были частью корпоративного мероприятия, тем самым принижая значение взаимодействия и контекста. То, как Тэхён развеял эти слухи, подтвердив их близость, продолжает меня удивлять даже больше, чем в первый раз. Как, например, когда Тэхён представил Чингука детям, которых они встретили на улице во время ночной прогулки, сказав, что Чингук и его семья. Он указал, что именно Чингук держал камеру, из-за чего Чингук застенчиво поздоровался с детьми. Этот момент, отнюдь не шокирующий, продолжает напоминать мне об искренности их отношений. Я добавляю это, потому что многие до сих пор не знают об этом факте, и это одна из тех вещей, которые вы можете считать фальшивкой, пока не увидите это сами. В
тот день, когда фанатка АЕВ спросила на Уиверс, где Чингук, Тэхён, известный своим заявлением «мне плевать на 3000», открыто сказал, что Чингук спал рядом с ним в тот момент. В другой раз он сказал, что они с Чингуком совсем не спали накануне его выступления на Генеральной Ассамблее ООН. И как будто этого было недостаточно, он постоянно повторял, что хорошо знаком с привычками и поведением Чингука во время сна, например, с его временем отхода ко сну и привычкой рано просыпаться в определенные дни. Эти фразы заставили меня задуматься, сказал ли он это намеренно или же он действительно пытался намекнуть, что они часто спят вместе. Даже когда они были на Гавайях и Чингук сказал, что хочет когда-нибудь там жить, Тэхён позаботился о том, чтобы услышать бормотание Чингука. Он спросил, действительно ли Чингук хочет там жить, а затем смело добавил, хочет ли Чингук жить там с ним. Чингук, без колебаний, ответил «да». Этот момент до сих пор кажется мне невероятным, не только потому, что Тэкук, кажется, не мог сказать ничего подобного, но и потому, что разговор был не для камеры, а скорее отражал их желание быть вместе в какой-то момент их жизни. Если вы когда-нибудь слышали фразу о том, что Чингук счастлив с Тэхёном, где бы они ни находились, то она взята из интервью, где их спросили, куда бы они поехали, если бы были вместе в отпуске. Тэхён ответил, что хотел бы поехать в район Японии, известный своим уличным искусством и модой. Затем Чингук добавил, что пока он с Тэхёном, он счастлив, куда бы они ни поехали. В тот день, когда Чингук играл с Танни, а Тэхён наблюдал за ними издалека, появилась фотография Тэхёна, сделанная в тот же день, когда он писал письмо, которое позже было опубликовано на день рождения Чингука. В письме Тэхён написал: «Я вижу, ты сейчас занят с Танни. Мои глаза всегда прикованы к тебе. Я люблю тебя». Несмотря на то, что я знаю, что этот момент реален и очевиден, я все равно вспоминаю культовую фразу «мои глаза всегда на тебе». Если вы когда-нибудь задавались вопросом, откуда взялась идея, что Тэкук не могут принимать душ вместе, потому что это занимает слишком много времени, то это потому, что Намджун однажды прокомментировал это. После этого появились фотографии Тэхёна и Чингука, ожидающих вместе своей очереди в ванную, что еще больше укрепило идею об их неразлучности даже в простых моментах. Когда Чингука на фан-встрече спросили, что он подарил Тэхёну на день рождения, Чингук ответил, что Тэхён подарил ему любовь. Это редкая фраза, потому что вы бы не ожидали от них чего-то подобного. Возможно, она не широко известна, но ее часто используют для обозначения фраз, которыми Тэкук обмениваются друг с другом время от времени. Она стала одной из самых запоминающихся, хотя мало кто знает ее происхождение или почему она повторяется среди поклонников пары Тэкук. Все началось на мероприятии Хиншейк в Токио, когда Тэхёна попросили выбрать между Чингуком и Чимином. Тогда Тэхён выбрал Чингука. Когда Чингуку задали тот же вопрос, он ответил, что его отношения с Ви были лучше, просто они не были созданы для камер. Позже этот фрагмент был вырезан и истолкован как знак того, что они предпочитают быть близкими вне поля зрения публики, и это стало одним из самых запоминающихся моментов. В конечном итоге, эти слова, которые со временем сформировали наше представление о Тэкуке, использовались не раз для подтверждения моментов, которые они сами нам подтвердили. Потому что их отношения, далекие от того, что могли показать камеры, доказывают, что их моменты были действительно личными, но никогда не секретными.